Итак, всем привет! Сегодня я хотела бы с вами поговорить на очень важную тему, что задумывались ли вы когда-нибудь о причинах смертельных болезней? Думали ли вы когда-нибудь, что это намного больше, чем какая-то простая биология, как нам хочет это все показать медицина? Что если корни этих смертельных заболеваний могут быть гораздо глубже? Например, в нашем сознании. И причинно-следственные связи могут запускаться намного больше, чем просто какие-то биологические сбои, какая-то экология, там, некачественная или еще что-то. Может быть, для кого-то прозвучит это невероятно, но что, если подобное внутреннее состояние, как смертельная болезнь, может быть просто определенным механизмом внутреннего процесса организма как самоуничтожение. И сегодня мы с вами разберем, какие именно процессы или какие именно факторы внутри нас могут привести к запуску вот таких вот процессов самоуничтожения. Поговорим о них, а также поговорим о том, какую роль важную в запуске этих процессов играют такие вещи, как ложные убеждения, подключки, негативные программы, и что же мешает нам всем жить здоровой и счастливой жизнью. Итак, здравствуйте всем! Меня зовут Надежда Солнечная, и я рада приветствовать вас на этом важном разговоре. Сегодня мы поговорим с вами о другой стороне смертельных болезней. Рассмотрим их не столько как физическую проблему, а рассмотрим те корни этого феномена, которые уходят глубоко в наше сознание, туда, в самые глубины нашего даже подсознания, в которые всю жизнь нам вкладывались ложные убеждения, подключки и программы, которые выкачивают с нас энергию и приводят к большим сбоям в системе. Но это все звучит, конечно, страшно, но в этом всем есть и хорошая новость, потому что каждый из нас является тем, кто может переписать любой такой сценарий своей жизни, а также может управлять всеми системами и процессами в своем организме, включая те процессы, которые касаются здоровья. И сегодня мы поговорим с вами об этом. Итак, в этом видео вы узнаете, как мысли и эмоции создают болезни, почему подключки и негативные программы истощают нас, и главное, что с этим всем делать, чтобы вернуть себе здоровье и жизненную силу. Но давайте обо всем по порядку. Итак, мы с вами очень часто слышим такую фразу, что слушай свой внутренний голос, что слушай себя и так далее. Что я вам скажу, что не всегда нужно это делать в том плане, чтобы верить всему, что происходит в нашей голове, безоговорочно, да. Между верь в себя, слушай свой внутренний голос и верь всем тем мыслям, что кружатся в твоей голове, есть примерно пропасть, потому что в большинстве своем те мысли, которые крутятся у нас в голове, это мысли, которые создают негативные сценарии. То есть мысли, которые постоянно прокручиваются о том, что у нас ничего не получится, что мы должны прыгнуть выше своей головы, что мы там на том свете выспимся, или нам надо успеть все и сразу. И наш диалог внутренний часто управляется вот такими ложными установками, ложными программами, которые, по сути, ведут нас только по негативным сценариям. И от того, конечно же, загоняют нас и наши внутренние системы организма в угол. Организм вынужден работать под такими убеждениями просто на пределе, не хуже как белка в колесе, и это то самое колесо, грубо говоря, да, в котором мы крутимся без конца и края, просто теряя силы в никуда.
И нам иногда кажется, что просто это бег в никуда, потому что реально, когда ты оказываешься внутри вот такой вот матрицы, да, вот этого колеса сансары, как это называют, или матрицы, ты просто реально как тот хомяк, да, в колесике, может, кто-то видел, да, ты просто бежишь, а дорога бесконечна. Финиша нет, его не существует, и тебе кажется, что вот сколько бы ты ни бежал, нет даже каких-то пит-стопов, да, а где-то они, может быть, есть, но это так, передышка перед тем, чтобы рвануть дальше. И мало кто из нас в этот момент может остановиться и подумать, зачем я вообще бегу? Зачем я бегу по этим сценариям, зачем я слушаю вот эти бесконечные мысли о том, что вот все бегут, и ты беги. Я в этот момент всегда вот вспоминаю мультик про Лунтика, там есть одна серия, где все такие бегут, и Лунтик такой, куда все бегут, куда все бегут? Ему просто, все бегут, и ты беги, типа не задавай вопросов, зачем вы все бежите, да? А на самом деле там была какая-то вообще такая ситуация глупая, и все просто бежали, сами не понимая, для чего они бегут. То есть им не нужно было бежать, но они все бежали просто потому, что у них в голове было какое-то ложное представление и ложное убеждение, которое заставляло их бежать. Но при этом даже те люди, которые не понимали, а что же такого, зачем же все бегут, да, они просто бежали вслед за теми, у кого эти ложные установки были, просто потому что, ну, все бегут, и я бегу. И мало кто, да, в этом во всем побеге, грубо говоря, всеобщем, останавливаются и думают, а вообще смысл того, что я бегу, почему я бегу, что заставляет меня бежать в этом колесе и поддаваться на вот эти вот общие какие-то убеждения и стереотипы, которыми просто напичкано, да, сверх даже напичкано наше общество. И причем же здесь вообще смертельные заболевания, подумаете вы, да, причем здесь оно, почему вдруг вот, ну, бегут все и бегут, да, зачем же тогда вот эти вот смертельные заболевания выносятся, да, почему эти процессы запускаются в нашем организме? А все потому, что зачастую, да, нам говорят о том, что мы должны хотеть, да, что все бегут, и ты беги, что все хотят, и ты хоти, что вот всем вот это надо, да, есть такое понятие, каждому человеку надо вот это, да, каждому человеку надо вот это, особенно сейчас вот очень сильный вот этот вот нарциссический маркетинг, где теория успешного успеха, значит, смотри, да, всем нужна Феррари, всем нужна Ламборгини, всем нужна сумка от Прада, иначе ты не нарцисс, да, и вот в этом вот моменте, да, погони за неким таким вот нарциссическим успехом, люди просто бегут туда, им кажется, им говорят, тебе это надо, это всем надо, это прям вот все, что нужно человеку. Но веря в эти ложные убеждения, да, что вот именно там будет просто цель побега, и я наконец-то там остановлюсь, это глубокое разочарование ждет человека, если он туда прибежит, потому что так или иначе, когда он следует вот такому вот правилу, что всем это нужно, значит и мне нужно, он не задает себе вопрос, а нужно ли это мне реально. То есть и зачастую смертельные заболевания возникают как раз-таки у нас от того, что мы не слышим своих истинных желаний. То есть мы думаем о том, что нам нужен там, допустим, успешный успех или там какие-то социально, да, одобряемые, грубо говоря, желания, успехи, достижения, и при этом мы полностью игнорируем свои истинные потребности. И когда мы реально сами себя не слышим, то есть на самом деле, да, мы не слышим сами себя и полностью игнорируем наши реальные физические, психологические, да, подсознательные желания, желания своей души, которая сюда пришла, да, которая хочет раскрыть здесь какой-то свой потенциал, но мы игнорируем эти все свои истинные, да, игнорируем самого себя, игнорируем свои
внутренние процессы, которые происходят в нашем организме, да, не отдаем себе отчет, а что же именно заставляет нас бежать и искать, да, какие боли внутренние, какие истинные желания заставляют нас бежать и искать, а где же я могу найти самого себя, применить себя и так далее, да. Мы не задаем этих вопросов, мы просто находим какую-то волшебную таблетку, где нам сказали, вот ты ее съешь, и все, у тебя жизнь удалась. И когда мы на это покупаемся, бежим, как вот такая вот белка, да, вступаем в это колесико и побежали, в какой-то момент у нас просто, во-первых, внутренний ресурс истощается, а во-вторых, не достигая желаемых результатов, да, настоящего желаемого, да, вот в этих вот морковках наш организм начинает просто, наша подсознательная часть начинает просто разочаровываться в себе, мы начинаем думать о том, что я никогда не могу достичь желаемого, или это мне просто не дано, мои желания никогда не могут удовлетвориться, или я не способен в этом мире вообще ничего достичь, и потом начинают запускаться определенного вида процессы, в том числе процессы смертельных заболеваний. Итак, давайте больше поговорим о каких-либо примерах. Я тут недавно, когда был у нас очень большой стрим такой, проходил на базе Солнечного клуба. Кто не знает, у меня есть клуб в Телеграме закрытый с очень классным, очень теплым, очень солнечным таким комьюнити. Там ребята просто невероятные, творческие, постоянно вдохновляются. Я просто, во-первых, не устаю радоваться их достижениям, успехам, тому, насколько они растут, да, и в рамках клуба, насколько у них очень-очень много и осознаний, и переживаний, и ребята раскрываются, это прям очень-очень здорово, поэтому кто нуждается в поддержке, welcome, я вас всех буду там ждать, и ребята тоже, я думаю, будут не против встретить каких-то новых друзей, да, найти новых знакомых и принять в нашу теплую компанию новых людей, которые тоже хотят развиваться и избавляться как от ложных установок, вот таких вот программ и прочих, что разрушают нас, так и, в принципе, раскрывать свой внутренний потенциал и прочее, делиться информацией. Так вот, на базе Солнечного клуба у нас был очень большой стрим, посвященный психосоматике, и я там приводила такие очень серьезные примеры, допустим, связанные как раз-таки со смертельными заболеваниями, что, в принципе, мне потом сказали, что давай-ка мы ролик на YouTube сделаем про смертельные заболевания, потому что тема на самом деле очень важная, потому что мало кто вообще осознает причинно-следственные, ведь, допустим, тот же самый рак, кстати, вот его я сейчас за пример возьму, потому что я сталкивалась в своей практике с несколькими случаями, да, вот таких вот заболеваний, связанных с раком, которые как раз-таки были связаны напрямую с психосоматикой. И я также могу сказать, что сейчас наука, да, так она точного ответа и не может дать, что же вызывает вот такое вот раковое заболевание, грубо говоря, да, у людей. Конечно, сказать напрямую, что это только вот, да, какая-то психосоматическая история нельзя, но тем не менее отвергать вот этот фактор, причем наиболее важный фактор, да, тоже нельзя. Например, история первая, когда девушка просто заболевает точно таким же диагнозом, как ее мама. При этом этот диагноз в точности повторяет и ту же самую степень, и те же самые проявления, и даже орган, да, на котором это все дело махровым цветом цветет, тоже тот же самый, просто история в один. И когда я вообще смотрела, то есть, за этой девушкой, и то, насколько ее отношения с матерью, да, вообще как ими структурируют, как они фигурируют, там вся история просто кричала одну большую фразу: «Мама, обрати на меня внимание», потому что там история была такая, что
мама просто, у нее было несколько дочерей, и вот эта как раз-таки девочка была самой нелюбимой дочерью, о чем мама не скрывала, и она об этом говорила, что ой, ну вот все у меня дочери хорошие, а вот это какая-то с извилиной, с червоточиной родилась, и вот сколько-то она мне крови попила, и вот сколько-то она никак не хотела за ум браться, и вообще просто ужаснейшая там это, как же она вообще там где-нибудь в канаве не померла, как говорится. А на самом деле девочка была очень творческая, живая, единственная из этих дочерей, которая была вот именно за какое-то раскрытие себя, очень эмоциональное, очень яркое, очень артистичное. То есть человек был такой, вот знаете, именно живой, творческий, какой-то порывный, эмоциональный. То есть это вот именно деятели, ну, грубо говоря, культуры. И эта девочка, она занималась дизайном, она была дизайнером интерьера и связала свою работу с этим, да, и призвание у нее, ну, то есть человек просто вот в таком вот виде. И да, как бы это основа психотипа, что такие люди, они достаточно очень не поддаются каким-то, знаете, таким не то чтобы воспитательным там моментам, но они как бы немножко бросают вызов обществу, да, вносят свои идеи, краски и так далее. И все культурные деятели — это не те самые примерные ученики, которые сидят вот так вот по струнке, да, с выпрямленной спиной и слушают все, что им там говорят, и вот делают все, что им говорят. Наоборот, это люди креативщики. И мама это то, что было сильной стороной, считала за какую-то вот червоточину, слабость ребенка. И в итоге получилось так, что в погоне за тем, чтобы мама хоть как-то полюбила, хоть как-то обратила внимание на этого ребенка, да, это уже взрослая женщина, 40 лет, которая в душе все-таки осталась вот этой недолюбленной девочкой, она заболевает точно таким же заболеванием, просто в попытке хоть каким-то образом, хоть вот таким просто уже, да, заболеть смертельной болезнью, помирать уже, лишь бы мама хоть как-то ее признала и приняла. То есть представьте, насколько это вообще такие очень-очень глубокие вещи, которые побуждают нас. А по сути мама — это отвержение мира, то есть мама — это мир, который отвергает, мир, который не принимает, мир, который говорит тебе: ты какая-то не такая, какая-то ужасная, да, какая-то вот с червоточиной, и, конечно, очень жаль, что вот, как она говорила даже ее мать, в семье не без урода. Ну, то есть представьте, да, человек жил вот и слушал о том, что в семье не без урода. Это, конечно, ужасно. Ну и вторая история тоже связана со смертельным заболеванием, которую я сейчас расскажу. Она тоже связана с тем, что человек просто болел той же самой, также рак, то же самое заболевание, что у папы. Один в один тот же самый орган, все то же самое, прям еще даже хуже, чем папа. То есть выявили, да, и болезнь развивалась гораздо хуже, гораздо интенсивнее, гораздо, да, тоже в попытках привлечь к себе внимание, потому что, ой, вот непутевый сын был у родителей, на которого они поставили крест. Вот не повезло им, да, что вот у них, значит, родился вот такой. То есть в какой-то момент в юности, наверное, все мы так или иначе в юности ходим по каким-то граблям. У него ничего такого прям супер там граблистого не было, но тем не менее он где-то вот свой вот этот юношеский бунт тоже лет там в 20 высказал, да, там где-то, и все, и понеслась. Ну вот, да, его испортили, или он испортился, и больше ему человеком не стать. И после этого, заклейменный своими родителями как, ну вот, все, испорченный, он всю жизнь как-то пытался реабилитироваться, он пытался как-то родителям с ними вот восстановить эти отношения, и делал все для них, и жил там просто чуть ли не, и семьи так и нормально не смог ничего создать, да,
потому что постоянно пытался стать для родителей хорошим, но вот у родителей сложилось, вот непутевый сын и все. И в конце концов, да, в попытке привлечь хоть какое-то сочувствие, внимание, то, чтобы его даже не то чтобы пожалели, а в принципе ему сказали: ой, мы там были неправы, да, ты же болеешь, это же ужасно, да, и давай мы перешагнем через вот этот момент, что ты не непутевый, но ты же наш сын, и вот ты вот так вот страшно болен, да, и чтобы отец наконец-таки понял, что, тоже вот эта попытка, да, стать точно таким же, как папа, но папа-то меня поймет, он же болеет этой же болезнью, да, это то же самое, что мама-то меня поймет, ведь у меня такая же болезнь, как у нее, ей было плохо, она понимает, каково это быть в моем состоянии, и уж сейчас-то она меня пожалеет. И тут вот та же самая история, но, конечно же, никакие... Самое ужасное и страшное в этом во всем, что, конечно же, вот такие вот даже смертельные заболевания, даже то, что дети заболевают специально, да, смертельными заболеваниями, дабы привлечь внимание родителей, не приводят к тому результату, да, на который надеялось наше подсознательное. Оно так и не приводит к вот этому принятию, любви, там, вниманию и так далее, которое на самом деле человеку нужно для того, чтобы вот с родителями контактировать. То есть это принятие мира, это принятие самого себя в первую очередь, да, принятие того, что я все-таки нужен, необходим, что я все-таки ценен, и я могу быть кем-то в этом мире, да, принятым как часть этого мира. И, конечно же, вот такое вот где-то отвержение, оно тоже может приводить на разном уровне. Здесь, конечно, да, сам человек может себя не считать частью мира, и оно может приводить к вот таким вот ужасным последствиям. И это будет не обязательно рак, то есть это может быть и какие-то другие заболевания. Здесь я как раз-таки рассказывала историю про рак. Но если мы возьмем ту же самую Чикагскую семерку, которая, кстати, доказано, что это заболевания, связанные напрямую с психосоматикой, то есть есть доказательная база, ученые, да, которые провели исследования. Кстати, сахарный диабет, ребята, кто не знал, тоже начинают соотносить с Чикагской семеркой, то есть вроде как включают его туда же, что это тоже связано с психосоматикой, то есть причинно-следственная связь, именно причина, почему человек заболевает данной болезнью, кроется именно в психосоматических структурах, то есть эта болезнь в первую очередь не физики, не физической системы, да, организма, не биологические какие-то особенности, как нам говорят, а не какие-то моменты, связанные с экологией, хотя экология очень важна, да, и физическая сторона этого всего тоже есть. Например, мы не можем отрицать то, что как раз после Ширева, да, всем известного, очень много людей, которые заболели раком просто на ровном месте. То есть здесь мы тоже можем говорить, что физические явления очень даже влияют, да, на то, чтобы еще больше разрушить внутренние структуры нашего организма. Но об этом я тоже говорила в ролике на YouTube, да, в роликах самых-самых первых, где я рассказывала про болезни и про то, как внешнее пространство может влиять, да, на то, чтобы еще больше нас лишать энергии, то есть это травля через, определенно, да, пестициды, там еще что-то, допустим, какие-то моменты, связанные там с шампунями, с какими-то химикатами, которыми мы дышим постоянно. Но, наверное, шампунь и еда — это еще такое лайфовое, потому что если мы с вами посмотрим на, там, допустим, экологическую обстановку в некоторых городах, это же вообще ужас. Например, вот мне рассказывала девушка с Челябинска, что у них там в норме в аптечке иметь такие препараты бронхорасширяющие и которые против пневмонии, да, грубо говоря, и при
бронхиальной астме используется. У них это норма, и когда вот какие-то очередные выбросы заводов начинаются, то есть весь город на этом сидит. И это, конечно, тоже вот она, экологическая, да, обстановка, она очень много дает, в том числе, если человек питается всякой ерундой. Кстати, мне тут говорили, что некоторые уже боятся, там, я не знаю, помидоры там есть или еще что-то. Вот насчет еды давайте тоже немножко поговорим. Да, еда, которая прям такая разрушающая, грубо говоря, еда. Это сейчас очень много и повально. Чипсы, газировки, всякие смаки, бигмаки и так далее. Просто я знаю реальный случай из жизни, когда вот один наш знакомый работал на машине, ему было некогда нормально есть, и он просто ел постоянно смаки с флешем. Он пил флеш только и вот ел эти смаки. И так с утра до вечера, пока его в итоге не госпитализировали просто с дырой в желудке. И это реальные случаи из жизни. Ему так сказали: это твои вот флеши со смаками, тебе эту дыру сделали. После этого он, конечно, больше вообще ничего такого не ел, даже кириешек. То есть это реально здоровая пища только. Вот. Но, тем не менее, это показательно, то есть вот эта вот химия, которую мы можем в чипсах, во всякой вот такой вот ерундистике отслеживать, ее, конечно, лучше избегать. Ну, а так, чистые продукты, почему бы и нет. То есть овощи, фрукты, да, все, что является полезным, там рыба, что вы там еще едите, у каждого свой рацион. Но, возвращаясь как раз-таки к истории раком, да, с раком, и я хочу рассказать реальный случай, который был у нас в СК, которым человек делился, да, в солнечном клубе как раз-таки, и он тоже связан с смертельной болезнью. Когда у человека пришли данные реально, да, о том, что есть заболевание, когда был уже проставлен диагноз, да, когда впервые анализы показали онкомаркеры, и они дали положительный результат, человек просто сказал, что нет, я не согласен. Это реальный случай из жизни, то, что было вот в солнечном клубе, человек этим делился. Он сказал: я просто нет, я не согласен, я не хочу это. И после глубокой внутренней проработки, то есть когда человек начал как раз-таки прорабатывать вот эти моменты, начал задумываться, а почему, да, он пришел в эту точку, когда он начал работать над собой, то второй анализ показал отсутствие рака. Это реально факт, и этот процесс мы наблюдали вживую. Кто в клубе давно, тот помнит этот случай, как человек делился своей бедой, и потом, после глубинной проработки и уверенности, что он не сдастся и все будет хорошо, в итоге второй анализ показал абсолютное здоровье, и врачи были в шоке. И это не единичный случай, потому что я также знаю второй случай из моей практики, когда женщина тоже в возрасте пошла, ей нужно было делать анализ, я не знаю, как это называется, вот снимок груди, да, по работе ей нужно было проходить комиссию, она пошла делать снимок груди, и ей тоже показали вот какую-то там опухоль или что-то такое. Это не рак, конечно, был, но это тоже была какая-то очень неприятная штука. Ей сказали, что она может перерасти в онкологию, и что с этой штукой надо за ней следить, надо что-то делать, надо, я не знаю, там как-то там что-то, медикаменты, не медикаменты, ну, в общем, начали настраивать ее на то, что это все очень серьезная вещь, которую нельзя закидывать. И женщина тоже сказала, что она не согласна с этим, что она не собирается идти по сценарию рака, грубо говоря, тем более, что ее мама по этому сценарию опухоли, да, некой прошла, и я могу даже чуть-чуть попозже, да, в следующем рассказать об этом случае, и реально, что там привело к тому, что человек просто сгорел на глазах. Так вот, она сказала, что она по сценарию своей мамы не пойдет, никаких опухолей она не приемлет и ничего не будет. И человек настолько сильно стоял в своем намерении на вот этом всем, что она сказала: нет,
просто нет, это мой выбор. И как в первом случае, то же самое. Второй анализ показал, что опухоль как-то больше не росла, да, что она стала меньше, ну а потом она практически тоже сошла на нет. И там врачи, они были в шоке и недоумении. То есть они, что вы типа делали? Вы, наверное, что-то делали, наверное, где-то лечили, наверное, что-то принимали. Она говорит, нет, ничего не делала. То есть просто четко внутреннее управление системами. То есть это как раз-таки то, о чем я вам говорила, да, что мы можем эти системы контролировать, что мы можем эти системы как в наше подсознательное может их запускать, так и мы, как сознание, да, как сознательная часть нашей личности, можем эти процессы оборачивать вспять, можем работать, да, проводить глубинный анализ, проводить понимание, почему я пришел в эту точку, какие страхи, какие блоки, какие убеждения меня сюда, в эту точку привели. И что мне нужно внутри себя проработать, да, какую глубинную проработку мне нужно сделать, чтобы из этой точки выйти, чтобы мне от этого уйти, потому что я не хочу здесь быть, да, то есть, чтобы вы понимали, как бы это сейчас ни звучало, но смертельное заболевание — это тоже выбор, который мы делаем, и делаем его, конечно, неосознанно, мы делаем его, не понимая, да, причин своего, истинных, да, причин, но зачастую это как невозможность по-другому получить что-то, чего мы на самом деле очень-очень сильно хотим, да, это как за то, что, обрати уже мир на меня внимание, я умираю. Это за то, что насколько убеждения, какие-то прям жесткие убеждения могут просто нас реально свести в могилу. И вот последний случай, как раз-таки про женщину с опухолью, которая была прототипом, да, вот, материнского сценария, по которому человек не пошел. Расскажу о том, как убеждения и общие стереотипы восприятия мира, в том числе, да, повлияли на то, что человек просто сгорел на глазах. И то, что он не видел себя абсолютно вне некой системы, да, что он не видел себя для себя в принципе. Это история женщины, которая вышла на пенсию. Представьте себе человека, да, который выглядел достаточно очень свежо, молодо. На тот момент еще это был старый пенсионный возраст. Что там, человеку было 55, когда он вышел на пенсию. То есть это очень-очень достаточно молодой возраст. И женщина выглядела, по словам своих родственников, очень хорошо на момент выхода на пенсию. Но после того, как она вышла на пенсию, она сказала: «Теперь я стала бабушкой». Она реально, вот в ее картине мира, в ее внутреннем представлении о том, как вообще мир устроен, для нее была жизнь до пенсии и жизнь после пенсии. И жизнь после пенсии — это когда ты, грубо говоря, вот становишься стариком. И эта женщина, выйдя на пенсию, одела платок, и она пошла по этой жизни не из разряда того, что теперь-то можно пожить для себя, да, у меня есть пенсия, я могу что-то там сделать, могу куда-то поехать, могу как-то там себя реализовать, не знаю, заняться какими-то своими делами, которые давно хотела и так далее. Нет, она одела платочек и начала ждать смерти. То есть это то, что в ее понимании должны делать старики, просто доживать свои дни. И таким образом, уже после сразу пенсии, после того, как она повязала на голову этот платочек, здесь, кстати, платочек очень показательный в чем-то был, она просто буквально за 2 года она сгорела. В чем это выражалось? Во-первых, у нее через какое-то время начались сильные головные боли, еще что-то, ее повезли проверять, да, что с ней не так, обнаружили опухоль головного мозга. Сказали, там не сильно все сложно, да, там, в принципе, с таким живут, и ничего там такого страшного нет. Но так как этот человек уже окончательно настроился на то, чтобы просто уйти, как говорится, в мир иной, да, дожить уже свои года, так как он старый же, значит, надо болеть, надо все, чтобы развивалось, и буквально за год ее опухоль начала разрастаться на глазах.
Врачи не могли понять причины такого очень-очень быстрого развития. Ну и предложили только единственный вариант, так как медикаментозно ничего не помогало, они предложили вариант хирургического вмешательства. Но на что, то есть после которого опухоль вот эту всю вырежут, и она полностью будет излечена. На что человек сказал: нет, никто никаких операций мне не проведет. И буквально за год-полтора все. То есть, смотрите, от момента выхода на пенсию до момента ухода из жизни там где-то 2,5 года, может, было. И это случай из реальной жизни. И очень многие говорят, что человек просто непонятно от чего сгорел, непонятно от чего ушел. И таких историй очень много. Какие выводы, хочу вам под конец видео сказать. Для того, чтобы не уходить в своих погонях, за какими-то беличьими вот такими моментами в колесиках, и потом, когда у вас в этих колесиках ничего не будет получаться, и вы в итоге придете к тому, что я ни на что в этой жизни не способен, и потом все это закончится, может быть, не такими моментами, но какими-то другими, потому что есть и помимо смертельных заболеваний там очень много всего. И это не только больное горло, это более глубокие вещи психосоматики, которые можно получить. Я предлагаю вам другой выбор. Я говорю вам, что вы можете выбирать. Вы можете выбрать другой путь, который исключает вот ту самую фразу Лунтика «все бегут, и ты беги». Это как раз-таки тот путь, когда нам нужно остановиться, отбросить вот это колесико, что все куда-то бегут, пускай бегут, это их личное дело, куда бежать. И задать себе вопрос: а чего же я на самом деле хочу? Какие именно внутренние процессы мной двигают? Что именно я пытаюсь получить от близких людей, от самого себя, от вообще жизни, Что я хочу здесь реализовать, что я хочу от мира получить, и каким я себя хочу в этом мире видеть. И начать, наконец-таки, слышать настоящую часть себя, а не часть вот этих вот подключек и ложных убеждений, которые как раз-таки нам говорят: все бегут, и ты беги. Вон там все лучше знают тебя, что там надо, для счастливой жизни. Кто-то там лучше тебя соображает, что тебе надо. Тебе говорят, что тебе надо, вот ты делаешь, что тебе надо. А здесь задуматься самому себе. И, конечно, где-то это для кого-то будет непонятно, но для того, чтобы выбрать другую жизнь, не вот эту жизнь белочки в колесиках, где все может закончиться в итоге сломом и белочки, и самого колесика, а выбрать другую жизнь, и в этой жизни, в другой, вы должны понять, что я выбираю себя. Вот это тот самый выбор, который мы делаем. Я выбираю себя. Выбрать самого себя в этой жизни, выбрать свои убеждения, свои желания, свои какие-то внутренние ощущения и посмотреть, каким образом я могу эти желания, стремления и прочее реализовать в этой жизни без оглядки на кого-то, кто куда-то бежит. То есть куда хочу пойти я, или куда я хочу бежать, или куда я хочу ползти, или как я вообще хочу двигаться, с какой скоростью по жизни, в каком направлении, в какой степени реализации. И после того, как мы выберем себя, начать вылавливать в своей жизни вот такие вот ложные убеждения, ложные программы, ложные вот такие вот установки, которые единственное, что делают для нас, это нас загоняют. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Становитесь хозяевами своей жизни. Всем пока-пока.